Представители знака зодиака Телец, Тельцы, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад. Ваше ближайшее будущее. События ближайших дней. Таро на неделю с 12 по 18 августа. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Будем реалистами, всегда об этом говорю. Любой расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время и, переложив на метафору ваши планируемые дела, подсказки вы получите. Все же жизнь не бывает полностью предсказуема, и просчитать на пару шагов вперед, как какие-то альтернативные перемены, изменения, всегда есть смысл. И первую карту мы достанем. Ваше ближайшее будущее. Или чего это будет касаться, какой сферы жизни. Давайте узнаем. Ваше ближайшее будущее, что важно знать. Чего не избежать или неожиданности на неделе. Чему сейчас не время. Что вам может помешать. Что вам будет помогать, мои дорогие тельцы. Что скрыто. И по основным сферам жизни. Что на неделю. Дела, работа, бизнес. Энергия, денег. Личная жизнь. И давайте достанем карту совет. Будем смотреть. Ваше ближайшее будущее. Четверка мечей. Мы складываем оружие. Мы никуда не торопимся. Это в целом. И это будет важно. Не торопитесь, мои дорогие. Займитесь своим здоровьем. И это не обязательно, что недомогание, хотя у кого-то имеет место быть. Правда, может быть и какие-то хронические заболевания, может быть и что-то вас беспокоит, тогда не следует откладывать что-то на потом. Лучше пройти обследование или обратиться к специалисту, только врач может объективно, именно объективно оценить ваше самочувствие. По этой карте мы ни с кем не спорим, приводим мысли в порядок. По этой карте мы наблюдаем, анализируем, делаем выводы. Вот это будет важно знать. Может быть, сам по себе неспешный период, если мы говорим события ближайших дней, нет каких-то глобальных таких перемен, изменений. Но я бы сказала, все же важно знать, не ввязаться в какой-то конфликт, не участвовать в каком-то деле. Все же вот это выражение «мы складываем оружие». Не должны куда-то вляпаться, мои дорогие тельцы. Взять на себя, кстати, какие-то обязательства. Или начать участвовать в каком-то деле. Тут нужно где-то держать свою канву, как и самочувствие, свою канву по финансам, свою канву по активности. И, в принципе, действительно наблюдение за происходящими событиями, за конкретными людьми, или как развивается какое-то дело, как обстановка, может быть, вокруг вас располагает к каким-то вашим действиям. Вот это все то, что важно знать. Неожиданности возможные. Этот период не продлится долго, вам выпадает карта колесницы, поэтому для кого-то на неделю может означать, точнее, приезд человека к вам или ваши сборы в дорогу. Может быть, это какая-то планируемая поездка у кого-то на отпуск, а у кого-то это переезд далеко. И тогда какие-то согласования необходимы, подготовка документов и все, что с этим полагается, вы будете в каком-то контексте действовать. Может быть, вам и будет, как зеленый свет, осуществить какое-то дело, но тогда тоже не торопитесь. Вот для вас более неспешные энергии, они положительные хотя бы для того, чтобы закрыть в прошлое дверь. И, как ни странно, карта колесница – карта скорости, с одной стороны, но поспешай, но медленно. Не торопись со своими суждениями, не торопись в отношении некоторых людей делать какие-то выводы. Тут действительно какое-то наблюдение. Может быть, это для вас дает, ведь карта колесница именно в этой колоде – это где-то предвестник успеха. Но это не тот успех, который мы галопом пытаемся там в последний момент что-то ухватить. Или напланировали себе каких-то грандиозных замыслов. Не планируйте много на эту неделю. Что-то может пойти, ну вот именно альтернативным путем. Это правда. И тогда дважды для вас нужно быть ресурсным, свободным
или суметь внести коррективы в ваши планы. Вот это тоже важно. Почему? Потому что на последующий период времени по карте Колесница что-то вы можете для себя, как продвинуть собственное дело, личное творчество, решить вопросы, повторяю, с документами или какими-то важными бумагами, согласовать, может быть, что-то, определиться с чем-то. Вот тут у каждого по-своему, но больше этот прогресс именно в отношении вас. То, что вам больше нравится, или как вы бы хотели, ну, изменить свое качество жизни. Вот в этом направлении будьте готовы к некоторым неожиданностям. Чему сейчас не время? Рассчитывать что-то, браться за новое дело или соглашаться, ну, на какой-то совершенно новый альтернативный вариант. Или брать на себя какие-то обязательства, говорить, что да, я тебе помогу. Или, ну, кому-то с точкой, допустим, вы что-то обещаете и потом подписываете документы, которые тоже будут означать какое-то обязательство для вас. Вот все вопросы, которые касаются денег, дважды, трижды, нужно просчитывать особенно внимательно. Потому что по принцессе Пентакли это какой-то, ну, такой своеобразный марафонский забег по деньгам, когда, я сказала, обязательства не брать. Вы можете согласиться как будто на какую-то, может быть, ваша помощь или участие, и себя обременить какими-то платежами буквально. Не время, ну, вообще соглашаться с каким-то новым проектом. Может быть, и не отказываться. Ведь 4 мечей, что важно знать, это не да и не нет. Это нейтралитет полный. И вот вам этот нейтралитет, видимо, по всем вопросам, которые вокруг вас. Или в событиях. А вот то, что вы хотите осуществить, вот это будет важно. Что вам будет помогать? Деньги. Деньги есть, деньги будут. Но туз пентаклей – это туз один. И это то, что вы должны как семя будущих успехов посадить в землю. Или это то, что вы должны сохранить буквально по деньгам. И не какие-то обязательства на себя дополнительные не взять. Может быть, по этой карте это согласование по части, ну, когда вы проходите обследование, или, может быть, какие-то процедуры вы себе добавите для бодрости, для самочувствия, и когда вам будут нужны деньги. Вот этот момент тоже прочувствуйте. По тузу Пентакли вы можете получить какой-то важный документ или подтверждение. По этой карте могут кто-то и означать как помощь человека какого-либо. И с учетом аркана Колесницы, кто знает, какая-то, ну, как денежки, которые к вам могут прийти. Вы ожидали, что они придут позже, а они придут либо раньше, либо вовремя. Либо дополнительные какие-то еще финансовые поступления. Либо это какие-то важные документы, которые перед вами открывают, или как соглашение. Зеленый свет, вот как способствует аркану Колесницы, Колесница точнее, и все то, что я сказала. Давайте посмотрим, что скрыто. Карта любящего человека, карта взаимоотношений. Карта взаимоотношений с близкими. Карта, как ваша, может быть, кстати, и поддержка тоже ваших близких, любимых людей или личная ваша история. Но ведь, если мы в целом говорим, меня смотрят люди как из разных стран, так меня смотрят в разном статусе, кто-то один или одна, кто-то человек семейный. Так вот, я к чему? Королева кубков прежде изображалась королева-русалка, которая заманивала рыбаков и моряков на пучины морские, обещая им несметные сокровища и неземную любовь. Ей верили, шли, там и оставались. То есть это где-то, ну, такой легкий намек на великого манипулятора, который очень красиво может выйти из любой ситуации, который может вовремя даже, или, ну, насколько вовремя это для него, или насколько это актуально для кого-то, выйти из каких-то обязательств. Это где-то импонирует всему тому, что я сказала. Вам придется правильно оценивать обстановку, чтобы себе не навредить. И у кого-то это могут быть вопросы личной жизни. Вам придется согласовывать. Может быть, вопросы семейные или с вашими далекими родственниками.
К вам могут приезжать, кстати, люди с учетом аркана колесница. И вы будете что-то продумывать наперед, тогда не спешите. Какую-то свою стратегию, тактику, вот совершенно новую вам нужно продумать для себя лично. И при этом оставаться великим дипломатом и меркантильным человеком одновременно. Есть два направления, которые вы должны держать, ну, как руку на пульсе. Это ваши взаимоотношения, в какие включаться, в какие вопросы нет, как выстраивать взаимоотношения с людьми разными родственниками, разными друзьями, или вообще ваше поведение в социуме, в ближайшем каком-то. И вопросы финансов. Вот то, что скрыто. Вот вы можете тоже что-то скрывать, но ведь и от вас тоже что-то могут скрывать. Поэтому держите собственную канву. Все то, что я говорила по 4 мечей. Дела, работа, бизнес. Еще один аркан. Отшельник. Он подтверждает все то, что я сказала до этой карты. Отшельник идет медленно. Он тоже никуда не спешит. Он идет своим жизненным путем. Это философ. Это к нему обращаются, чтобы решить сложные вопросы. И к вам могут обращаться. Но вот это не включение в, знаете, эмоциональное, вопросы любой сложности, даже если вас кто-то пытается вывести на эмоции, будет архиважно. Есть какая-то данность, как ваш план, виды на собственную жизнь или то, что вы хотите осуществить, ведь это что-то более возвышенное. Или назовите это картой духовности, назовите это какой-то ваш грандиозный замысел, мои дорогие, о котором вы никому не расскажете. И карта говорит: иди своим путем, но при этом не предвосхищай события, оставайся на своей волне, и тебе это будет помогать. Не бойся каких-то альтернативных вариантов, которыми ты прежде не пользовался. И тогда тебе никто не помешает. Умей хранить молчание, дважды тебе никто не помешает. Не согласись на то, что ты считаешь неприемлемым, но, может быть, не дай себя еще уговорить вот этот момент. И я могу предположить, уговаривать вас на что-то будут в эту неделю. Поэтому побыть немножко кошкой, которая гуляет сама по себе. Мои дорогие тельцы, это великое благо на этой неделе, и все карты нам об этом. Финансы. Ну, наверное, по финансам кошкой, которая гуляет сама по себе. Несмотря на 4 жезлов, деньги есть, деньги будут, даже праздник после победы. И нам сказали, что как бы есть средства, и плюс могут быть какие-то, ну, непреднамеренные или немного раньше какие-то деньги вы можете получить. И нам не говорят о тратах. Вот праздник какой-то есть, но в каком-то определенном контексте. Потому что есть что-то более важное. Вот вам соединять придется возвышенное и земное. Но не в плане, знаете, где-то благодушия или когда вы расслабитесь, а когда у вас все контролируемо, мои дорогие. В том числе и праздник. Вообще по 4 жезлов это карта якоря. Это когда у вас все контролируемо. Это когда вы можете уже какой-то свой план так немножко на будущее просчитать. Или назначить определенные приоритеты, которым вы будете следовать. 2 четверки. Неспешность и праздник. Может быть, вот эта неторопливость как раз и помогает, чтобы чувствовать себя в более каком-то надежно определенном состоянии. Или иметь вот этот жизненный якорь. И тогда больше вариантов планировать на будущее. Личная жизнь. У кого-то согласование в высоких инстанциях. Это всегда карта традиций, иерофант. Карта и высоких чиновников. Карта того, что вы можете получить какую-то должность. Вы можете завоевать и популярность какую-то. И тут и к вам могут обращаться за советами, за помощью. Поэтому дозированно как-то, да, вам придется что-то, ну, выбирать, согласовывать. Если отказывать, то красиво, так вот мягко, элегантно. По карте иерофант ключи как будто в ваших руках, решение любой ситуации. Это старший аркан, пусть на личную жизнь, но тут могут быть разные согласования. И деньги, и финансы, и документы, и работа. Вот как-то в этой неделе несколько путей могут сойтись в одной точке. И для вас все важно. И для того, чтобы суметь это как-то воедино красивым узором разложить для самого себя или самой себя,
Для вас и необходима вот эта неторопливость и правильный анализ обстановки, ситуации, что люди говорят. Что они делают, кстати? Но у кого-то это могут быть как, ну, может быть, венчания, такие серьезные вехи в нашей жизни, бракосочетание или подготовка к этому, сбор документов, опять же, тоже может говорить. Карта где-то говорит и о благополучии, деньги есть, деньги будут для кого-то из вас. Это обучение, как и новые должности или построение своей какой-то карьеры может идти по этой карте, так и мы можем начать что-то учить. Кто-то из вас будет определяться именно по части обучения. Но это карта традиций, поэтому действуем по традициям неспешно, как и Иерофант. Он никуда не торопится. И он тоже где-то, да, он действует, уважая власть, уважая систему власти, уважая какой-то регламент, правила, регулировки, подзаконные акты, традиции, которые приняты в вашем обществе или где вы проживаете. Вот это вот надо где-то учитывать. Если что-то быстро не получается осуществить, тогда тоже принять во внимание, что, ну, значит, тут мы вряд ли что-то изменим. Но тогда, кто знает, может быть, как раз неторопливость какая-то вам будет дважды, трижды, мои дорогие, или четырежды даже помогать на этой неделе. Все идет каким-то правильным чередом. Вот я бы сказала так у вас на этой неделе. Карта совет. Деньги есть, деньги будут. Одна из лучших карт колоды на деньги, на работу. Нам показан профессионал, который уже профессионал и который как раз строит карьеру. Или когда деньги в дальнейшем пойдут в большем эквиваленте. Значит, это могут быть знания, о которых мы говорили. Может быть, кто-то документ получит, и вы уже как новый специалист, или эти знания любые, пусть это были курсы, они для вас могут означать новый доход или увеличение дохода. По этой карте нам вообще говорят, продолжай все то, что ты делаешь. И вот в таком, наверное, контексте, которое я обрисовала по картам на эту неделю, и те вопросы, которые у вас в реальности вы будете решать, они, скорее всего, продолжатся. И ваша задача что-то вывести на новый уровень. Но, повторюсь, карта как раз больше говорит о вашей надежной позиции. Ну и праздник после победы. Перекладывайте на себя, мои дорогие тельцы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.